С вами Иван Жданов, и это сводка 26-го дня войны. Сегодня 21 марта. Защитники Мариуполя отвергли ультиматум российских войск, а в Сумах поврежден резервуар с аммиаком. Ночью в Киеве в очередной раз прозвучал взрыв. Но сначала небольшая хорошая новость. Дэвид Бекхэм нашел необычный способ помочь Украине достучаться до всего мира. Он публикует в своем инстаграме видео харьковского врача Ирины Кондратовой. Теперь 71 миллион подписчиков Бекхэма смотрят вот такие сторис. У Бекхэма очень много фанатов России, и думаю, все они следят за его инстаграмом. Так что теперь все они увидят, как на самом деле выглядит спецоперация Путина. Даже заблокированный инстаграм в России у многих все еще работает. Тем временем на фронте нет никаких серьезных изменений. Продвижение российских войск остановилось даже в районе Северодонецка и Лисичанска, где российские войска находятся в прямом контакте с ВСУ уже больше недели. Тем не менее, британская разведка сообщает, что российская армия все же попытается окружить Киев в ближайшие недели. Севернее Киева, по их данным, проходят тяжелые бои, но основная часть этой российской группировки расположилась далеко, в 25 километрах от города. Также британская разведка сообщает о попытках прорыва к Одессе российских частей. Наступающие пытаются обойти Николаев, но все пока неудачно. Появилось видео, на котором видны взрывы в акватории Одессы. Сообщают, что один из русских кораблей может быть поврежден. Напомню, что на рубежах Одессы в море стоит группировка российского Черноморского флота, готовая высадить морской десант. Тем временем защитники и жители Мариуполя получили ультиматум. Российская армия потребовала, чтобы к 5 утра 21 марта мэр Мариуполя Вадим Бойченко сдал город, и тогда жителям и военным без оружия разрешат уйти. Вот что сказал на это министр Ирина Верещук. Там 8 страниц с возвращением в историю и другим бредом. Они такое же письмо направили в ООН, в Красный Крест и надеялись, что международные структуры отреагируют и начнут давить на Украину. Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщали. Я написала: вы вместо того, чтобы тратить время на 8 страниц писем, откройте просто коридор. Это цитата Ирины Верещук. Мариуполь находится в полной блокаде. В четверг и пятницу российские войска пытались штурмом взять город, бои шли в районе завода «Азовсталь», но наступление было отбито. Тем временем весь мир наблюдает жуткие кадры из Мариуполя. Посмотрите, люди копают могилы прямо на улице, а на фоне мы видим разрушенный и выгоревший жилой дом. По данным со спутников, в Мариуполе продолжаются пожары. Вот посмотрите на фото. В городе почти не осталось целых домов. Это выглядит как самый настоящий геноцид. Вчера вечером снова обстреливали Киев. Пострадал торговый центр Ретровиль в Подольском районе. Есть видео прямого попадания. Восемь человек погибли в результате этого ракетного обстрела. Вот так торговый центр теперь выглядит. Есть свежее видео. It's the aftermath of the attack which happened last night here in Kiev, just 15 minutes away from the center. That's crazy. This is totally insane. Надо сказать, что российская армия продолжает ежедневно обстреливать Киев.
Да, это не массированные удары, но мы точно не знаем, сколько из ракет сбивают украинские ПВО. Именно под Киевом стянули большую часть противоракетных комплексов. Рано утром российские войска обстреляли и Сумы, попали в резервуар с аммиаком завода Сумы Химпром. Был риск масштабного разлития аммиака, но аварию удалось предотвратить. В утренней сводке генерал Коношенков сообщил, что в Сумах была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой предупреждала Минобороны России. Как же они задрали со своими провокациями, с вот этим вот выдумыванием фактов. Их никто не слушает, конечно же. Верит какая-то небольшая часть, которая смотрит российское ТВ. Но это все рассчитано, правда, ну прям на идиотов. Российская армия продолжает нести потери. Вчера официально подтвердили гибель капитана первого ранга Андрея Палия, который руководил всей воспитательной работой Черноморского флота России. Как сообщают, он погиб под Мариуполем, что подтверждает то, что морская пехота действительно сражается на земле под Мариуполем, и сил у них осталось не так много. Несмотря на то, что российские власти скрывают точное число потерь, из регионов страны регулярно приходят новости о похоронах военных. Например, на выходных 3 солдат похоронили в Туле. Российская армия продолжает терять и технику. Вот свежее фото, оставленное БМД, или вот сбитый беспилотник «Орлан» под Харьковом. Украинцы публикуют видео работы противотанковых комплексов «Стугна». Сейчас дозвол на пуск. Дозвол. Так вообще не боюсь. Есть пуск. Есть. Иди, родной. Большие потери – это одна из причин изменения планов войны. Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных чиновников администрации Байдена, сообщает, что российские войска откажутся от взятия Киева и попробуют удержать южные и восточные территории Украины. Продолжится обстрел украинских городов, чтобы шантажировать украинские власти. В целом это противоречит данным британской разведки, о которых я говорил ранее. Мы будем следить за тем, кто в итоге окажется прав. Но в целом я бы доверял скорее, в данном случае, скорее американской разведке, американским данным, потому что кажется, что сил на взятие Киева сейчас у российской армии нет. Коротко о международных новостях. Reuters пишет, что Евросоюз разрабатывает 5-й пакет санкций. В том числе будет обсуждаться нефтяное эмбарго. На введение таких мер настаивают страны Балтии. Правда, честно говоря, я снова не верю в поведение Запада и вот такого общего европейского и американского союза в борьбе с Россией. На самом деле кажется, что они сильно замедлились с санкциями, и больше все это скатывается к каким-то обсуждениям. Посол Китая в США заявил, что Пекин не будет отправлять оружие и боеприпасы для России и сделает все для деэскалации кризиса. Об этом пишет BBC. А китайский МИД также заявил, что будет выделено 10 миллионов юаней, это $1,5 миллиона долларов, на гуманитарную помощь Украине. Даже Новая Зеландия передаст Украине $3,5 миллиона долларов на нелетальное оружие. И часто спрашивают, а что такое вообще такое нелетальное оружие? Вероятно, в данном случае речь идет о снаряжении, типа шлемов, бронежилетов, одежде, медицинских комплектах. Теперь к новостям из России. Аэропорт Шереметьево отправил 40% сотрудников на вынужденный простой. Есть фотография приказа. В качестве причины написано о критическом снижении пассажиропотока. Пока сотрудники сохранят 2/3 зарплаты. Инстаграм заблокировал аккаунт Ольги Бузовой. Может это звучать как-то несерьезно, но у нее было
23 миллиона подписчиков, что больше, чем у любого официального российского медиа. И я думаю, что за Бузовой следили внимательнее, чем за выпусками Вестей. И я думаю, что в Бузовой содержится там 10 «Эхо Москвы», например. Просто сейчас, ребята, вам кое-что покажу. Вот так выглядит мой аккаунт. Это вот сейчас мой стилист подошел. Вот, собственно говоря, вот так сейчас выглядит мой аккаунт. Получается, я сейчас в кадре, сложно как-то реагировать. Но, в общем, если что, вы знаете, что я в Телеграм и ВКонтакте. Надеюсь, что это просто какая-то ошибка. Но если нет, вы знаете, где меня искать. Когда я работаю, я ни на что не обращаю внимания. Она даже процитировала. Это какая-то ошибка. Да нет, Олечка, никакая не ошибка. А нефиг было поддерживать постоянно российские власти. И поэтому я надеюсь, что ее везде просто заблокируют. Ничего страшного в этом не будет. Российские ритейлеры пишут о проблемах с поставками молока и напитков, потому что не хватает упаковки. Того же тетрапака. Потому что сырье для этого производства доставляют из-за границы. Российские власти также обсуждают отмену выборов. Пока только губернаторов. Но, как говорится, в любой непонятной ситуации отменяй выборы. В обычное время это была бы важная новость. Но на самом деле, после повсеместного введения электронного голосования, выборы в целом становятся фикцией. Их слишком легко фальсифицировать. Мосбиржа наконец-таки открывает торги российскими гособлигациями пока только. И их индекс цен сразу же упал почти на 10% до 98 пунктов, обновив минимум с декабря 2014 года. Но я думаю, что это еще не предел. Пока России удается выплачивать свои долги, и вот эти как раз бумаги, это долговые бумаги, я думаю, что в скором времени, когда Россия перестанет справляться с долговыми выплатами, то они, конечно, упадут совсем куда-то далеко. Каждый день мы будем рассказывать вам о новостях войны и событиях, происходящих вокруг нее. Уделим время также честным новостям самой России, о которых уже не расскажут на федеральных каналах. Что значит уже? Вообще не рассказывают. И обязательно поставьте лайк и распространите это видео. Это для нас важно. А также обязательно включайте наш вечерний эфир в 19 по Москве и 18 по Киеву.